Ребят, мне хотелось бы просто поделиться в этом видео с вами некоторыми из игр, в которые я в свое время играл на PSP и в которые я до сих пор продолжаю играть, потому что в них интересно просто поиграть, покататься, например, графика хорошая, да. В этом видео, например, я хочу поговорить с вами о гонках, то есть показать те игры, которые у меня сейчас есть на PSP, в какие гонки я играю. Я думаю, что вам, наверное, будет интересно посмотреть это. Некоторые игры, мне кажется, были не очень популярны или почему-то малоизвестны, потому что я не помню, чтобы у друзей они были. Например, у друзей, да, там были постоянно Burnout, Need for Speed Pro Street, то есть такие серии игр были, которые хорошо известны. Но того же самого, например, Midnight Club Лос-Анджелес, который ходил для PSP, ремикс, его там не было, как у знакомых, то есть я с ним познакомился не очень давно. Мне он очень понравился, я в него до этого играл на Xbox 360 и на PS3, то есть она там выходила полноценной. На PSP сделали версию ремикс, они немного порезали карту, немного порезали саму игру, парк автомобилей. В общем, порезали игру, они ее, скажем, сделали более компактной, но она реально осталась крутой. Сейчас я вам покажу, да, вот игру саму. Я в нее немножко играл, и до сих пор в нее играю, то есть иногда включаю, могу просто покататься. Тут есть смена дня и ночи, огромный и открытый город. Довольно-таки неплохой, классно реализованный тюнинг автомобилей. Реально классная игра, даже сейчас в нее прикольно поиграть. И для PSP они, реально постарались, потому что, видите, да, например, какая здесь графика, просто посмотрите, это же PSP, ребят, понимаете, да? Это PSP, игра там 2008 года, и мне кажется, для PSP очень-очень даже неплохой уровень графики здесь, то есть реально они классно сделали. Давайте какой-нибудь такой цвет светлый выберем, там что-нибудь красный, желтый, синий, можно, например, белый, давайте красный выберем, мне красный нравится. Давайте покатаемся теперь на ней. И для PSP действительно очень высококачественная игра вышла. Можно сказать, что и полноценная. Не намного хуже, чем Xbox 360 версии или PS3. Конечно же, это не то же самое, но все-таки перед нами игра от Rockstar. В нее интересно поиграть. И, ребят, что самое главное, да, вот мне, может, сейчас кто-нибудь даже напишет, типа, зачем PSP, когда есть эмулятор. Да, действительно, вы правы, зачем PSP, когда есть эмулятор. Если у вас нету PSP, и вы просто хотите поиграть в эти игры, то, да, не ломайте себе голову, да, качайте там эмулятор, и играйте, короче, на нем. Ничего не скажу. Но на оригинальном железе мне очень нравится играть. То есть это очень приятно, вот эти кнопки у PSP, они очень мягкие, то есть удовольствие получаешь. Плюс это оригинальное железо, плюс ничего колдовать, шаманить, настраивать не надо. То есть тут игру вот раздобыл, сейчас, погодите, я уже даже управление, ребят, забыл, понимаете, давно не играл, то есть игру раздобыл, там на диске, сейчас все копейки стоят, где-то там скачал ее, и все, играю на здоровье, никаких настроек, ничего не надо, то есть сейчас все это очень даже доступно стало. И что самое главное, в принципе-то удобно, да, у вас телефон с собой как телефон, и зачем лишний раз батарейку сажать, как бы каждый разберется, что он хочет делать. Но здесь, например, да, вот у вас отдельная PSP-шка, взяли ее, там очень приятно играть, получаешь удовольствие, и, тяжело. И она никогда, в принципе, много места не занимает и очень хорошо держит батарейку. А батарейка сейчас, да, стоит копейки, поэтому всегда интересно, все равно можно как бы раздобыть и купить пару батареек. Попробую, ребят, гонку пройти сейчас, подождите, да. Как включать-то? Ёпта, нитро. Не включил что-то, а нитро. Вот квадратиком. Странно, да? Хотелось бы квадратиком тормозить, а квадратиком нитро включать. Необычное управление они сделали, на самом деле. Но игра классная. Мне нравится, что еще меняется время, то есть есть ночь, день. Сейчас покатаемся, сейчас вот мы ночью дойдем, наверное, до дневного времени, посмотрите, как это выглядит. И я вот хотел бы пройти, на самом деле, я в нее включаю иногда поиграть. Игр много, да, приставок сейчас тоже много. Тяжело на чем-то одном сконцентрироваться. Но я, например, там в отпуск поеду, когда возьму обязательно с собой, поиграю, попрохожу. То есть в том году это так и сделал. Спокойненько там вечерком можно сесть, поиграть в нее. То есть это реально неплохая гонка с открытым миром. И здесь даже есть полиция, что тоже, в принципе, очень даже интересно. И мне она понравилась больше Need for Speed. Как минимум, в ней намного лучше графика и интересный автомобиль. Опять же, да, больше понравилось, чем Need for Speed, ребят, я говорю про PSP-версию. То есть тот же самый Underground, который выходил на приставках, он мне очень сильно нравится. А если вот брать PSP и стрит-рейсинги всякие, то по мне так вот эта игра, она бессомненно самая лучшая. То есть, несомненно, она самая лучшая. Есть еще также Midnight Club, который выходил до нее. Он, в принципе, неплохой, тоже классно в него поиграть, но он уже устарел немножечко. Сейчас вот поиграем в Midnight Club немножко, вот вам покажу, дойдем до дневного времени, и потом включу другие игры. Потому что на PSP очень много было классных гонок,
Я покажу только некоторые из них. Естественно, это не самые никакие не лучшие. Это те просто, которые у меня на ней есть. Те, в которые я и сегодня играю, получаю удовольствие. Так, прошли мы эту гонку. Играть не очень сложно, скажу вам сразу так. То есть, в принципе, искусственный интеллект, он реально слабоват. Он не настолько слабоват, насколько в Gran Turismo на PSP, но играть не сложно. То есть, играть просто. Ну, почему бы нет, покататься всегда можно. Получить удовольствие. Смотрите, здесь даже, ребят, дождь есть. Вы видите, даже капли по экрану текут. То есть, ну, качественно, очень красиво они сделали. Немного, опять же, игр, когда PSP, которые так порадуют нас погодными условиями, с такой графикой еще. Так, это что у нас, турнир, да, какой-то мы взяли? Мне кажется, это даже, наверное, одна из тех игр, которая одна из самых лучших график для PSP. Вот честное слово вам скажу. Мне кажется, немного было игр на PSP с графикой такого уровня. Так, давайте, по-моему, пройти. Стартуем. Неплохо стартанули, в принципе. У меня есть также Switch, ребят. Да, но на Switch тоже интересно поиграть, ничего не скажешь. Но PSP это какая-то вот такая классика, которая и сегодня остается интересной и даже актуальной. Ничего там вот так уж и не состарилось. Да, конечно, не та графика, игры уже не выпускаются, но они все еще интересные, все еще получаешь от них удовольствие. Вот Midnight Club сейчас вам показываю, в общем, другой еще покажу. Ролик хочу сделать большой, чтобы было смотреть, блять, интересно. Немного подтормаживает. Я даже в настройках специально процессор разогнал, поставил на максимум, но все равно хреново он тянет. Вы видите, да, лагает. Ну, то есть, реально здесь очень хорошая графика. И PSP, наверное, немножечко не справляется. Может быть, еще оптимизировали, конечно, плохо. Ну, ночь, все блестит, дождь пошел. И игра, по-моему, 2008 или 2007 года. То есть, одна из тех игр, которые выходили уже в самый пик популярности PSP. И она уже нам показывает, наверное, всю мощность этой консоли. И уже, по-моему, дальше, которые игры выходили, они уже были не намного красивые, уже тяжело было удивлять нас, потому что уже мы посмотрели на тот же Gran Turismo, который через год, там буквально через 2 года вышел после выхода этого Midnight Club, на тот же MotorStorm, который тоже очень достойно выглядит. Ну, Need for Speed, опять же, я не вспоминаю, ребят, там, по мне, так они там реально схалтурили. Даже та версия Pro Street, она, в принципе, ничего такая, но графика в ней, конечно, не самая лучшая. В Flatout очень хорошая графика, то есть мы сейчас вот поиграем немножечко в это. И включу вам Flatout показать. Посмотрите, как он выглядит тоже. Flatout очень хорошо выглядит. В нем классная графика. Но вот Midnight, вы видите, да, уже, то есть со всеми этими эффектами. Сейчас дойдем буквально до дневного времени суток. Посмотрите, как днем все выглядит. Сейчас турнир будем проходить. Здесь еще классная музыка тоже. Она мне очень нравится. То есть приятно послушать. Большая игра, в принципе, тоже. Так что, если кто не играл, то я вам реально обязательно рекомендую ее прохождению, чтобы поиграть. Даже если проходить не собираетесь, то все равно в нее поиграть классно. В ней, да, вот, например, видите, карта. Она не очень большая карта, конечно, но она есть. Это открытый мир, вы можете спокойно в нем ездить. Это Лос-Анджелес. Они уменьшили, конечно, версию с... не получилось проект с Xbox и с PS3, но, в принципе, они оставили основную часть, основную, так сказать, игры с этим самим городом красивым. В принципе, все выглядит неплохо. Ну, вот вы сами видите, можно просто так даже покататься по городу. Это всегда даже интересно, просто так поездить. Единственное, что непривычно, что квадратиком она не тормозит. Сейчас уже, наверное, скоро, может быть, день наступит. Посмотрим, тут фоторежима нету, да, к сожалению. Ну вот можете, например, когда в меню вот вышли, да, вот так посмотреть просто, как машина выглядит. Очень классно, мне прям посмотреть даже освещение. Мне кажется, такой графики реально вот на PSP в гонках не припомню игры такого уровня. Тот же Test Drive Unlimited есть, он, в принципе, классный, но в нем не настолько крутая графика. Но в нем огромнейшая карта, то есть в него не засунули реально полноценную карту, ту же самую карту, которую мы играли, что на компьютере, что на PlayStation 2. Сейчас тоже посмотрим. Еще давайте здесь прокатимся. Здесь, в принципе, неплохая физика, она такая аркадненькая, конечно, но интересно поиграть все равно. Ну, какую вы хотели, да, это же не симулятор. Классно, что они машины засунули лицензионные. То есть это уже интересно. Опять же, да, не во всех играх нас могут порадовать на PE, блять, вместо на PSP лицензионные автомобили, а здесь у нас лицензионные автомобили. Очень даже это интересно, тоже добавляет удовольствие к игре. Блять, не туда, вот сюда. Можно по трассе, видите, выехать на МКАД. На МКАД можно выехать, по МКАДу покататься, скажем. То
То есть, опять же, вот тоже Test Drive Unlimited со своей огромной картой, там город-то, в принципе, пустоват, да, то есть там, ну, остров, точнее, пустоват, то тут у вас и трафик большой. Ну, Rockstar работали, ну и понятно, они умеют уже это делать. То есть есть трафик большой, машины какие-то, светофоры работают. То есть такой живой мир здесь очень. Людей единственное, что нет, то есть пешеходы здесь не ходят, но это не так уж и критично, потому что нам создали большой город, в котором все равно интересно поиграть. И объектов тут всяких мелких нету, но это тоже, опять же, не так критично. Ой, блин, думал здесь проехать. Давайте попробуем все-таки проехать по лестнице. По лестнице что, нельзя ехать? Вот беда, да? Я думал, по лестнице срежем. Ну, столбы сносят, там можно было срезать. Так, давайте тут попробуем так поехать. То есть сложность этой игры, единственное, что, да, нужно очень быстро ориентироваться по карте. То есть и я вот закосячил. Да, гонку, ребята, продолбал. Давайте прокатимся еще по городу. Хочется, чтобы день наступил уже. Здесь даже мотоциклы, кстати, есть, тоже очень интересно. В гараже очень большой выбор машин, кстати, но у меня пока что они еще не все открыты. Я мало купил. Буквально пара машин у меня есть. Вот, ну давайте, наверное, перейдем. Туда день не наступил, ничего страшного. Дарил-Гуарасов, покажу вам еще, как день выглядит. Перейдем, наверное, в Flatout, посмотрим, как Flatout выглядит. Так, давайте посмотрим теперь Flatout. Да, ребят, Flatout, я с ним познакомился, помню, первый раз на PlayStation 2. Он мне очень понравился. До этого у меня игра была на ПК, самая первая часть, она у меня подтормаживала, ну, у меня был слабый комп. А потом, когда я разжился уже на PlayStation 2, у меня на PlayStation 2 была часть Flatout 2, уже вторая часть. Она была классной тоже. Мне кажется, они ее немного прокачали по сравнению с первой частью, улучшили графику, добавили всяких режимов. Но игра осталась точно такой же веселой, такая же интересная. Такое же удовольствие приносило, в принципе. И они потом в итоге спортировали на PSP. Я вам скажу, что порт сделали довольно-таки качественный. То есть мы находим все те же самые режимы, все те же самые гонки. Очень даже неплохая здесь графика достойная, тоже для PSP, я вам скажу, очень-очень-очень хорошая графика. Вот сейчас вы сами видите, сейчас вот выберем гонку, нельзя по мне, да, нужно с первой начать. Давайте начнем с первой. Опять же на PSP немного гонок с графикой такого уровня. Сейчас загрузится, посмотрите, как оно выглядит. Так, вот загрузилось. В ней классная физика, все разлетается, какие-то объекты. Вот видите, да, тут уже началось, какие-то палки падают. Но тоже единственное, что косяк, как то, что на PSP игра тормозит немножко, она какая-то как будто вся плавная. Да, но опять же, для PSP, то есть она хорошо очень работает и, в принципе, более чем играбельная. Что самое главное, в нее интересно играть. Она затягивает, блин, застрял. Она затягивает, и мне нравится, например, в ней вот действительно вот разрушаемость, и что она такая взрывная вся эта игра. Не такая, как Burnout. Burnout тоже мы посмотрим. Но для вот тоже такой свою нишу создает она необычных игр. Там на колхозе ездим какому-то по говнищу. Ну, тут гонка, конечно, не по говнищу. И тут и стрит типа гонки есть, то есть уличные такие. Тачки нормальные вот эти, и трава есть, и очень хорошая графика, мне кажется, для PSP, опять же, более чем достойная графика. Но вот физика, конечно, к ней сложно привыкать, машина какая-то, она как будто тормознут, то есть ты поворачиваешь, и потом ее как будто там еще носит. Это не очень удобно, и, сука, сложная, она, короче, реально сложная, здесь хрен, блядь, гонку пройдешь с первого раза. То есть у меня это занимает несколько попыток, и это действительно сложно, я вам скажу, то есть можно, опять же, прокачивать машину и так далее, но здесь все врезаешься везде, что-то постоянно задеваешь, тебя все обгоняют, то есть очень сложно играть в нее. Может быть, получится пройти, конечно, но мне нравится, как вот выглядит она. Графика, конечно, для PSP. Опять же, да, когда она там вышла, представьте, у тебя в кармане такая игра, то есть все играли там на компьютере, на у кого, может быть, приставки были, а тут портативка, точно такая же игра с хорошей графикой. Это очень круто было, очень-очень круто было. Сейчас, конечно, опять же, да, сложно кого-либо удивить этим, но в те годы, когда она вышла, то есть я даже, ну, у меня PSP тогда еще не было, когда она вышла, и я даже не знал, что на нее такие игры, да, были. Я вот единственное, что видел в Vice City Stories, помню, все играли, да и все. А вот чтобы там Flatout были, Midnight Club потом, то есть это очень-очень круто, что они такие игры портировали.
Поэтому, мне кажется, опять же, PSP даже сегодня очень актуально, потому что можно поиграть в такую нестарейшую классику. Сегодня на этой портативке очень удобно, не нужно сажать вам телефон, с собой ее взяли, PSP сейчас стоит недорого, игры классные. Кто-то пишет и говорит, да, разрешение галимое, там пиксели, да какая разница, эти пиксели на самом деле, играть-то все равно классно, удовольствие получаешь от игры. То есть здесь хорошая физика, приятно кнопки нажимаются, там не какой-то вид, да, я вот играл у друга, там видно немного, кнопки какие-то жесткие, грубые, мелкие. Ну, неудобно, мне не понравилось, у меня нету вида, я бы хотел все равно приобрести, но кнопки реально неприятные, нужно привыкать. А вот здесь они такие мягенькие, приятные, то есть единственное, что может быть я бы взял PSP 3000, у меня PSP 2000, у нее яркость немножечко маловато, то есть сложно иногда играть, ни хера не видно, скажем. У 3000 в принципе у нее экран был намного ярче, то есть это уже очень круто. Но вроде, как говорится, точнее, как говорится, семья не без урода, да, и не без косяков, что у нее, к сожалению, у 3000 какие-то полоски появляются, когда играешь. То есть кому-то они в глаза бросаются, кому-то они мешают. Я не видел, не знаю, да, мне на PSP 2000 реально не хватает яркости. Я думаю, что может быть там даже 3000 возьму вместо вот этой, чтобы приятнее было играть. Так, сейчас попробуем пройти. Пиздец, гонка реально сложная, ребят. Вот я ехал, хренака 6-й стал. Попробуем сейчас собраться, хочу пройти ее хотя бы. Так, последний круг все-таки едем, сейчас тут срежем. Сложно, да, вот реально сложно в нее играть, в Flatout, единственное, что на PSP. Поэтому в ней далеко я не прошел. Но она реально классная. То есть мне нравится. Я вот играл в свое время. Такие же ощущения, что на компе дает она. Или вот, которая версия играл на PS2. Управление, как вы видите, проще некуда. То есть едешь и тормозить даже в принципе не надо. То есть только стрелками работаешь, ну и нитро включаешь. Нитро в принципе удобно расположено. И здесь, сука, квадратиком тормозить, не как Midnight Club, который мы только что смотрели. То есть нормально сделать по-человечески управление, скажем. Оно и к лучшему. Так, сейчас почти уже, ребят, до финиша доехали. Посмотрим. Так что в 2021 году и Flatout портативная версия отлично, в принципе, заходит. Я опять же, да, в приставку люблю вот эту PSP брать с собой в отпуск. В отпуске я играю спокойно, то есть на ней в рабочее время, так в обычно, да, в течение года я особо не играю в PSP. А вот в отпуске я реально беру, там валяюсь, по вечерам особенно поиграть так можно. Проходить, очень даже мне нравится. Что самое главное, что никаких танцев с бубном ты сбросил, или диск там купил, диск опять же копейки сейчас стоит, и играй в нее на здоровье, сколько себе влезет. Так, прошли мы гонку, давайте следующую посмотрим. Мне нравилась там, помню, такая трасса с деревьями, она очень красивая была. Она, по-моему, сейчас как раз таки следующая будет, сейчас посмотрим. Там такая она осенняя, скажем, сейчас, конечно, лето, но тоже интересно посмотреть. Давайте посмотрим, может быть, могу протюнячить что-нибудь, у меня вроде как деньги есть. Так, подождите, каршоп я не хочу. Вот в гараж зайдем. Так, в гараже посмотрим. Либо продать, либо купить можно. Что-то тюнинга я не вижу. А вот, апгрейд шоп. Что там, двигло можно прокачать. Ну, тут что там? Нитро можно. Вот какая-то хренота, давайте прокачаем. И еще какая-то хренота нам что-то добавляет. Давайте ее еще зальем. Ну и все, тачку мы, короче, скажем, протюнинговали. Сейчас включим следующую гонку. Вот эта мне трасса очень даже нравилась, она очень красивая. Сейчас вы сами увидите эту трассу. И на PSP она тоже очень даже достойно выглядит. Они ее очень классно перенесли. С очень красивой графикой. Даже, в принципе, текстурки и все остальное не пострадало особо вот в PSP-версии. Мне кажется, что очень хорошо все выглядит. Смотрите, да, какого опять же уровня графика. Вот я только что вам говорил, что в Midnight Club самое лучшее, но сложно так сказать. Мне кажется, в Midnight Club и здесь, наверное, вот эти две игры, наверное, с одной из самых красивых график в гонках. Потому что здесь так вот трава нарисована, деревья, это тоже очень все мелочи какие-то, не часто увидишь. И особенно, ух, блядь, не туда поехал. Особенно еще то, что все разрушается. Давайте на трассу обратно вернемся. Да, вообще, смотрите, как здорово, да, все разлетается, охренеть. То есть сложно ехать, потому что реально все там, блин, фу, ужас, влетаешь везде. Сейчас попробуем, может быть, хотя бы немножечко обогнать его. Ну, вы, наверное, в принципе поняли, да, думаю, Flatout PSP-версия, какой он.
Те, кто если не играл, тоже я могу, ребят, порекомендовать. Но единственное говорю, что он немножечко хуевасто работает, по-другому тоже не скажешь. Он, сука, потормаживает, как будто иногда плавный какой-то весь. Давайте, наверное, посмотрим тоже очень хорошую игру, в которой не такая красивая графика, но классная физика и очень-очень захватывающий геймплей, как мне показалось. Я ее прошел всю. Это Dirt 2. Сейчас вы посмотрите на него. В нем реально голимая графика для PSP. Потому что видно, что разработчики схалтурили. Но очень качественный геймплей. Вот, ребят, Dirt 2, значит, запускаем. Она, конечно, далеко совсем не та версия, которая у нас выходила на компах или на старших братьях PSP, нормальных полноценных консолях. Но вроде бы как она такая же вышла на Wii, ну, про Wii это уже отдельная история. Но для PSP она реально интересна, и в ней очень хорошо сделана физика, сейчас вам покажу. В ней приятные звуки автомобиля, мне она очень сильно понравилась. Не то, чтобы там какой-то это супер невероятный проект, но все динамично работает, все качественно работает. Сейчас давайте какую-нибудь гонку включим. Я говорю, я всю ее прошел. Ну, давайте, не знаю, допустим, вот этот уровень включим. Даже не знаю, какую гонку включим. Давайте вот эту, например, гонку включим в Эфиопии или в Мексике. Давайте в Мексике поедем. Так нам будет. Давайте, смотрите, вот на Форде поедем Эскорт. Сейчас вы сами все, в принципе, увидите. Да, видите, да, сразу, что графика реально голимая, то есть, ну, по-другому не скажешь, но в ней классная физика в этой игре, то есть мне нравится очень сильно играть, потому что она такая динамичная, быстрая, ничего не подлагивает, не тормозит, и машина очень классно себя ведет. У нее еще такие все звуки приятные, то есть ты чувствуешь какую-то массу у машины. Ух, блядь, нихера себе вылетел. То есть все машины по-разному ощущаются, и поэтому очень интересно в нее играть тоже. А в гонках это очень важно, потому что я пробовал играть тоже самый Colin McRae 2005. К сожалению, в нем точнее, к сожалению, к счастью, в нем хорошая графика, но, к сожалению, в нем отвратительная физика, и не получается никак в него играть из-за этого. А вот Colin McRae Dirt 2, да, ребят, многие в него боятся играть, потому что, ну, у него вроде как баллы небольшие, и плюс в нем еще графика откровенно голимая, ну, как бы сами, да, все видите. Управление сейчас необычно можно R1 ехать, давайте R1 поедем, довольно-таки удобно. Но игра сама по себе реально классная. Я думаю, что вы бы, если поиграли, вам бы она обязательно понравилась. Ух, блять, как я врезался. Покажу вам сейчас какую-нибудь другую гонку или каких-нибудь джипах. Так. Тут еще есть режим челлендж. Когда вся игру проходишь, можешь играть в этом режиме. Странно, они как будто меня ждали, там припарковались, что ли. Ой, блин, ну. Так что, в принципе, вот когда проходите всю карьеру, вам еще будет чем позаниматься. Я говорю, что есть графика голимая, но что-то они реализовали приятно. То есть, например, тени и то, что машина, пока вот вы едете, она пачкаться начинает. Это такая небольшая мелочь, но она довольно-таки приятна. Херово я, конечно, еду. Давайте другую еще гонку включим, чтобы вам просто показать. В какой-нибудь другой трассе, на другой машине. Давайте вот про уровень выберем, например, да. Вот, смотрите, можно в Англии поехать. Вот Англию выбираем. Вот. Давайте-ка вот это выберем. С разных цветов можно, давайте красную опять же выберем, почему бы и нет. Так что вот Dirt 2, честное слово, ребят, я вам могу его порекомендовать только по той причине, что в него действительно интересно играть, в нем классная физика. Он затягивает, и мне кажется, что очень хорошая игра вышла, в принципе, несмотря на то, что в ней убогая графика, нету музыки, она много не весит и вообще она мало известна, но это не мешает ей быть интересной и хорошо играться, в ней хороший геймплей. Если вам нравятся гонки, да, и ралли особенно, то можно обязательно поиграть в нее. Если вы даже не любите ралли, а просто любите гонки, то я думаю, вы тоже не пожалеете, вам должно будет понравиться. Ну вот, да, вы видите, сейчас я как еду. Эти звуки все, очень физика хорошая. Вот. Не то чтобы она реалистичная, но она приятная. Машины по-разному то, что ощущается. А для PSP и для гонок это очень-очень нечастый гость и приятный, и важный даже. Гран-туризмо, наверное, в этом ролике, ребят, рассматривать не буду. Гран-туризмо и так все знают. Может быть, в другом ролике отдельно про него поговорим.
Я уже выпускал небольшой обзор, кому интересно, можете посмотреть, да, небольшой обзор про Gran Turismo на PSP. Больше, в принципе, добавить нечего, но игра, в принципе, хорошая, да, но я думаю, про нее мы потом когда-нибудь поговорим еще раз отдельно. Ну, с Дёртом, в принципе-то, наверное, вам все понятно, да, я думаю. Мне он очень нравится. Так что, если вы не играли, ребята, обязательно тоже поиграйте. Давайте что-нибудь другое теперь еще посмотрим. Например, давайте я вам, наверное, покажу вот эту игру, которая была тоже, опять же, не очень популярной. Те же тоже гонки, они малоизвестные, у них немного баллов, не очень хорошие оценки. Но, ребят, в них хорошая графика, вот в этой гонке Ford. В этой игре также очень приятная, хорошая физика, довольно-таки интересные трассы, и мне она понравилась. То есть я вот играл во много гонок, и мне кажется, что зря недооценивают эту игру. Да, в ней как минимум, я говорю, приятная графика и хорошая физика. В ней немножечко скучный геймплей, это правда. То есть в ней там очень долгие гонки, успевать надоесть. Давайте на RS2000 поедем, я раздолбанный. Может, ну или давайте на старушке покатаемся. Но в ней, если вы любите просто гонки, любите покататься, да, посоревноваться с кем-то, то я думаю, что вам она понравится. Вы сейчас можете посмотреть, какая в ней графика. Она, в принципе, неплохая. Мне кажется, что мы в некоторых гонках видели на PSP намного хуже. Мне кажется, что она даже хорошая, здесь иногда бывают какие-то эффекты. И здесь самое главное физика, опять же. То есть у некоторых машин здесь, у легких, они прям такие легкие управления, они быстрые. Более старые машины, классика, у них прям вес ощущается, они тяжелые. Они больше инерции обладают. То есть в повороте их прям ощущаешь по-другому. Ну, вот вы, в принципе, видите. Качественно здесь звук реализован. Но, я говорю, игра довольно-таки нудная. То есть здесь 3 круга ехать, это очень тяжело. Бывает, надоедает мне даже. Не очень сложно играть в нее тоже. Но любителям гонок, я думаю, что она понравится. У меня вот она на PSP есть. Я иногда ее включаю поиграть. Просто погонять так, покататься. Да, вот туда заносит немножко. И включаю ее именно потому, что мне не нравится физика. Нравятся машины, как они ощущаются. Приятная графика. Вот увидите, да, в принципе, сейчас попробуем еще другую гонку, включим на другой трассе, чтобы вы могли лучше видеть графику. Тут есть такие солнечные трассы, сейчас посмотрим, может быть, найдем. Машины, как вы уже поняли, здесь только Ford, других, в принципе, нету. Но это не удивительно все-таки, потому что игра, ну, она так и называется, да, Ford Racing. Вот эта трасса, в принципе, красивая очень, смотрите, вот Мустанга нам дали. Да, такой звук классный у Мустанга, прям вообще. Сразу понятно, что мы не в какой-то развалюхе едем, а именно в Мустанге вваливаем. Мне кажется, что реально здесь тоже они очень хорошая графика. Так я вам это говорю, конечно, про каждую гонку. Действительно, ведь правда, да, показываем игры, и в них реально хорошая графика. Может быть, я уже давно не играл в PSP, отвык. Но мне казалось, почему-то во многих играх была реально убогая графика, а вот именно в этих была хорошая. Наверное, может быть, так и есть. Ну, вот кроме Dirt 2, на который вы уже увидели. А вот этот Ford, например, он реально хорошо детализован. Какое-то даже освещение есть, блики есть, звуки хорошие. Ну, тогда, я так понимаю, у нас гонка. Да, это на время нужно успеть проехать. Мне нравятся такие, кстати, гонки на время, где нужно проехать без соперников. Довольно-таки интересно. Опять же, да, в это вот видео засунул не самые популярные, не самые известные гонки. Именно, чтобы вам показать, что еще, какие игры есть, которые я вот играю, мне интересно. Что не только Need for Speed и Burnout есть. Да, есть еще другие гонки на PSP. Менее известные, но также хорошие. Тот же Midnight Club. Но, опять же, да, я сделаю другие видео, в которых мы поговорим еще о других гонках на PSP. Вот, хорошо проехал, я выиграл, да. Так как игр очень много, особенно гонок на PSP выходило, поэтому хотелось бы про все поговорить, вам показать побольше. Так, ну давайте еще тут покажу вам, как оно выглядит. Здесь, в принципе-то, все гонки-то одинаковые в Форде, да. Вот. Единственное, что есть разные машины, разные классы дают поездить. И немного трассы отличаются. Соперники, в принципе, они не совсем тупые, но, конечно, не подарок, скажем, их легко обгонять очень. Но, опять же, да, не настолько тупые, насколько они в Gran Turismo, и хотя бы здесь вот 7 автомобилей в сумме, то есть, ну, 6 соперников. Опять же, да, вспоминая Gran Turismo,
Там у нас вообще соперников почти что нету. И если вам нравятся действительно игры с более-менее реалистичной физикой, то есть гонки, то я вам реально рекомендую поиграть в Ford Racing. Это опять же, конечно, не Gran Turismo, но это не Need for Speed и не Midnight Club. В ней неплохо довольно-таки реализована физика. Я думаю, что вам бы, наверное, понравилось. То, что мне вот она мне очень понравилась именно из-за физики. Я тоже долго думал, поиграть, но не поиграть, и в итоге остался не расстроенным. И если бы они еще, конечно, кругов поменьше сунули бы, не 3 бы, и можно было бы столбы сносить, было бы вообще идеально. Вот так вот столбы пару столбов соберешь, и уже играть не хочется, потому что сразу гонку слил почти что. То есть вот мы сейчас задели, и все почти. Но так посмотрите, да, какое освещение здесь. Оно так хорошо сделано, в принципе, тени неплохо реализованы тоже. Трава даже какая-то есть. Опять же, игра 2006 года, то есть она вышла не в конце жизни PSP, а практически в самом начале. И если это брать во внимание тоже, то можно удивиться тому, какую графику они выжили. Ну, мне кажется, что очень даже достойный результат для PSP. И не часто мы встретим такую графику в играх на PSP. Можете пока послушать просто звуки из игры, какие у нее звуки. В принципе, они хорошо реализованы тоже. Да. Довольно-таки скучновато, конечно, 3 круга ехать, но вот почти что закончили. Но если вы действительно фанат гонок, то вам обязательно понравится Ford Racing. Я сказал, что соперники тупые, да, на самом деле они не такие уж и тупые. Их, в принципе, еще есть у меня шанс обогнать, если я столбы не соберу, да, как я только что сделал. Если вы столбы не собираете, то вы пройдете без проблем. Вот я сейчас пару раз врезался и сразу сдаю позицию. Но они, в принципе, недалеко оторвались. Мне кажется, кстати, немного игр на PSP с умными соперниками, честное слово. Ну, видимо, понятно, да, что процессор лишний раз не грузить, и так ему сложно все это обрабатывать. Так еще, если бы у него умных соперников засунули, то вообще беда была бы. Не смогли бы нормально играть. Ну вот, да, я пару раз врезался и уже вот пока что 5-м еду, то есть отыграл несколько мест призовых. Так, сейчас, может быть... Ай, блядь, опять столб собрал. Хотелось мне снять просто небольшое видео, в котором я играю разные игры PSP. То есть, например, сейчас я в гонке играю, на другом видео в другие игры поиграю. Я очень надеюсь, что вам это было смотреть интересно, что вам понравилось. Если вам понравилось, интересно, ребята, обязательно сниму еще. Могу поговорить про другие игры на PSP, их уходило много, к счастью. И много интересных, много отстоя, но, в принципе, отстой мы всегда успеем поговорить, поэтому хотелось бы о чем-то интересном поговорить. И я думаю, что, наверное, тогда попрощаюсь с вами и скажу вам до скорых встреч, ребят. Спасибо, что зашли посмотреть, ставьте лайки. Если вам не сложно, подпишитесь, может быть, даже оставьте комментарии. Я обязательно буду снимать другие видео, даже почаще. И до скорых встреч!